Всем привет! Сегодня обзор на новинку от производителя DeWalt, модель DCF-850. На данный момент это самый компактный импакт, он же винтоверт, из 18-вольтовых. Его длина всего 10 сантиметров. Также я специально использую аккумуляторную батарею емкостью 2 Ах и думаю, что если использовать более емкий аккумулятор, который будет намного габаритнее и тяжелее, теряется смысл приобретения конкретно этой модели. Мы из компактного легкого инструмента получим тяжелое габаритное недоразумение. Как вариант можно еще рассматривать аккумулятор 3 Ах. Он тоже компактный. Сегодня сделаем краткий обзор и потестим его в разных режимах с разным крепежом. Комплектуется импакт магнитным битодержателем для бит. Он идет под 2 биты. Магнит, кстати, очень мощный и магнитит очень хорошо. Его можно купить отдельно и использовать с другими моделями. Я даже проверил на Маките. Использовать можно тоже, единственное, эти усики нужно укоротить или вообще убрать. Есть крючок для ношения на поясе. Индикатор емкости расположен на аккумуляторе. Он на 3 деления. Данная модель имеет 3 режима работы. Увеличивая обороты, также увеличивается частота ударов и крутящий момент. Максимальный момент 206 ньютон на метр. Сняв аккумуляторную батарею, можно увидеть заглушку. Дело в том, что данная модель на американском рынке комплектуется Bluetooth модулем, который служит для того, чтобы считывать информацию о количестве отработанных часов. Вес тушки 983 грамма. Аккумулятор 2 Ах 363. Тройка 541. И 9 ампер 1450 грамм. Патрон, как и у всех импактов, представлен шестигранником 1,4 дюйма. Только для установки биты не нужно ничего оттягивать, а только уже для ее извлечения. И сразу же проверим люфт. Его, как видим, нету. Точнее, он минимальный. Обычно у всех винтовертов патрон сильнее болтается. Подсветка рабочей зоны с послесвечением на 20 секунд. Светодиоды расположены, как по мне, в нужном месте. Обороты в первом режиме от 0 до 1000, во втором до 2800 и в третьем 3250 в минуту. Максимальное количество ударов 3800. Давайте проверим заявленные обороты. На первой получаем 857 в минуту. На второй 2445. На третий 2750. Для эксперимента поставим аккумулятор 9 Ах. На третий уже 3164 оборота в минуту. На второй 2530.
и на первой почти 900. Более емкий аккумулятор может отдать больше токов, поэтому так и получается. Конечно же, есть реверс. Попробуем, можно ли данной моделью работать с мелким крепежом. Саморез 1,5 см, ламинированная ДСП. Выставляем первый режим. Получается, первый режим не такой уже и деликатный. Давайте еще проверим на доске с теми же саморезами. Все, теперь разобрался. Смотрите, если мы нажимаем кнопку, точнее курок на импакте не полностью, а наполовину, то тогда импакт отключается, когда шляпка самореза сравнивается с поверхностью. А вот когда мы курок нажимаем полностью, отключение не происходит. И после того, как шляпка самореза сравнивается с поверхностью доски, включается еще и удар. Далее у нас саморезы 80 мм. Первый режим. Режим номер 2. И режим номер 3. То же самое проделаем с саморезами 70 мм. Тут даже первая скорость их закрутила. Проверим 20-сантиметровый винт.
На второй скорости импакт не смог его закрутить. Включаем третью. Закрутить смог, но вот выкрутить уже никак. На помощь приходит шуруповерт DCD-996. Да он ему просто свернул голову. И осталось нам еще посверлить. Сверло 18 мм. Налегке. Сверло 28 мм. И максимальное, которое у меня есть, на 32 мм. Без проблем. Как видим, импактами можно не только закручивать, но и сверлить. Пару слов о модели. Конечно же, DeWalt молодцы. У них получилось сделать достаточно мощный импакт в очень компактном корпусе. Но есть ли преимущество в том, что его размеры такие компактные? Думаю, нет. Это не тот инструмент, где очень важен каждый миллиметр длины, как в шуруповертах. Это мое личное мнение. В остальном это топ за свои деньги. Подсветка шикарная, крутящий момент в 206 ньютон на метр приличный. Друзья, надеюсь, ролик был интересным. Если что упустил, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Также, если вам интересно будет сравнение данного импакта DCF 850 с Makita DTD 171, также просьба написать об этом. Всем спасибо за просмотр, всем пока.